Если это не ваш первый день в интернете, то вы наверняка видели фотографии и видео симпатичных маленьких животных, которые играют и спят в обнимку с представителями другого биологического вида. И самыми умилительными из них, конечно, являются те, на которых маленькие осиротевшие зверята усыновлены другим животным. К примеру, кошка, которая усыновила осиротевшего щенка, или котенок, который был усыновлен в собачью семью и теперь чувствует себя щенком и играет вместе со щенками и ведет себя как собака. Нас умиляют подобные картины, потому что мы видим в таком поведении животных якобы проявление человеческих качеств. Совершенно очевидно, что усыновление детенышей другого вида не имеет никакого биологического смысла. Весь инстинкт продолжения рода основан на том, что животные подсознательно стремятся распространить свои гены и улучшить их выживание. Поэтому, к примеру, когда обезьяны или другие стадные животные начинают заботиться о осиротевших детенышах из их стаи, это имеет смысл, потому что стая – это фактически большая семья, и члены стаи в значительной мере делят набор генов, и поэтому, когда вы заботитесь о своих родственниках по стае, вы таким образом продолжаете выполнять тот же самый биологический императив. Вы стараетесь улучшить выживание ваших генов. Но нет никакого смысла в том, чтобы обезьяна усыновляла котенка или дельфины усыновили маленького кита. В этом нет никакого биологического смысла, и поэтому, когда мы видим такие картины, мы убеждены в том, что животные проявляют человеческие чувства, сугубо человеческие чувства. Они демонстрируют гуманность и сострадание к слабым. По крайней мере, нам так кажется. К примеру, объяснить, почему домашние животные могут начать заботиться о звереныше другого биологического вида, гораздо легче. У домашних животных их натуральные инстинкты в значительной мере как бы сглажены из-за их сосуществования с человеком. Домашним животным не нужно беспокоиться о добыче пищи, они не испытывают такой конкуренции, они не испытывают такого стресса. Кроме того, они живут вместе с другими животными, они привыкли к ним, они видят в них как бы членов своей семьи. И поэтому, когда на одной и той же ферме курица выводит утят, или кошка заботится о щенках, это более-менее объяснимо и естественно. Просто при такой общественной жизни они начинают путаться, где кончаются свои дети и начинаются чужие. Но объяснить подобное поведение диких животных гораздо сложнее. И поэтому правдивость легенд о Маугли, о мальчике, воспитанном волками, очень долгое время подвергалась сомнению. Сегодня буду рассказывать о детях Маугли в очень узком значении этого слова. Вообще-то, когда говорят об одичавших детях, зачастую в это понятие включают детей, которые были оставлены без заботы и без человеческого общения по любому поводу, в любых обстоятельствах. К примеру, когда их преступные или психически больные родители запирали детей и держали их в заключении безо всякого человеческого общения. Или когда дети просто оказывались на улице и были вынуждены выживать один на один с дикой природой. Но сегодня я буду рассказывать исключительно о случаях, когда дети не просто потеряли контакт с человеческим обществом, но нашли себе другое общество среди представителей другого биологического вида. Истории о детях, воспитанных волками, ходили по всей Индии с незапамятных времен и буквально вот до наших дней. Но то, что они выбрали именно волков в качестве замены родителей для человеческих детенышей, это нетривиально и очень странно, потому что вообще-то волки – это опасные животные, мы не зря боимся волков. И волки, конечно, редко нападают на людей, только в очень исключительных обстоятельствах, но если они это делают, дети, как правило, становятся их жертвами. Было проведено в 2002 году исследование в Норвегии, которое показало, что 90% нападений волков на человека, жертвами этих нападений оказывались лица моложе 18 лет, потому что волки, как все остальные хищники,
нападают только на маленьких и слабых. Они не связываются с сильными жертвами, которые способны дать серьезный отпор. И в Индии нападения волков на детей были достаточно типичны, настолько типичны, что было даже такое выражение, которое вошло в повседневный язык. Поэтому мирное сожительство человеческих детенышей и волчьей стаи чрезвычайно странно. К примеру, рассказы о другом известном одичавшем ребенке, о французской девочке Мари Анжелик Лемблан, которую отловили в XVIII веке в Шампани. И она, по всей видимости, как минимум 10 лет жила одна в лесу. Так вот, в рассказах о Мари Лемблан специально указывается то, что ей удавалось выжить, отбиваясь от волков дубинами и заостренными палками. То, что волки усыновят человеческого детеныша, они будут воспринимать его как потенциальную дичь, это очень странно. Не так давно в кенийском заповеднике случился вообще абсолютно уникальный случай, когда молодая львица усыновила детеныша орикса. Орикс – это такая большая антилопа. Если вы вместе со мной зимой таращились на лужу в Кении, это была веб-камера, которая смотрела на водопой в пустыне. Так вот, к этой луже подходили стада как раз ориксов, такие большие антилопы с рогами. Так вот, в одном кенийском заповеднике на глазах у ошеломленных зоологов и фотографов львица начала заботиться о маленьком козленке, о маленькой антилопе. Сначала циничные люди думали, что она просто выращивает себе ужин, что в данный момент у львицы нет проблемы с едой, и она просто приберегает этого козленка на будущее. Но потом они начали замечать, что нет, что львица в прямом смысле слова заботится о своем козленке, как о собственном ребенке. Она защищала его от других львов, она спала вместе с ним, вообще следовала за ним повсюду. И когда этот маленький орикс попытался сбежать от нее к другим антилопам, потому что он хотел есть, она отбила его назад и вернула себе. Эта история кончилась довольно трагично, потому что как-то раз львица зазевалась, и большой лев утащил ее козленка и съел. Но после этого эта львица еще 5 раз сделала то же самое, усыновила себе осиротевших детей антилопы. При том, что люди никак ей не помогали и не инициировали ее на такую жизнь. Это была абсолютно нормальная дикая львица. Мы, конечно, можем дискутировать на эту тему и говорить, что, видимо, среди львов тоже бывают более умные и более глупые. И, может быть, есть такие глупые львицы, которые не могут отличить козленка от львенка. Но, по крайней мере, этот случай показывает, что это возможно. Он доказывает принципиальную возможность легенды о Маугли. И что все индийские рассказы о детях, воспитанных волками, возможно, опираются на какие-то реальные факты, а не просто городские легенды и какие-то рудименты старинных мифов. Ну, во-первых, Киплинг не придумал Маугли с нуля, он не высосал его из пальца. В Индии в XIX веке неоднократно ходили слухи и даже были исследования о детях, которые были усыновлены волками. Самым известным и самым хорошо задокументированным случаем была история человека по имени Дина Санычар. Его часто называют основным прототипом киплинговского Маугли, хотя мы не знаем точно, был ли он действительно прототипом Маугли. Почти наверняка Киплинг слышал об этой истории, потому что она была хорошо известна в те времена. Но в принципе Киплинг мог опираться как на индийский фольклор, так и на ряд других случаев, о которых писали тогда в газетах. Так вот, в феврале 1867 года группа охотников на севере Индии обнаружила, что в семье волков в пещере прячется мальчик 5-6 лет. Они очень удивились, когда они убедились в том, что мальчик следует за семьей волков и ведет себя так же, как они. Они выкурили семью волков из логова, они убили мать, а мальчика они поймали и отдали в приют в Агре. Это был христианский миссионерский приют, и там его попытались
вернуть в цивилизацию и сделать из него человека. И там ему дали имя Дина Саничар. Саничар означает суббота, потому что он пришел в приют в субботу. Мальчик вел себя как дикое животное. Более того, он вел себя как волк. Он ходил на четвереньках, он не умел говорить, но он выл и скулил, и таким образом выражал свои эмоции. Он боялся людей. Он ел исключительно сырое мясо, и после этого он еще глодал кости, потому что это такая типичная собачья привычка – глодать кости и затачивать зубы. Он отказывался ходить вертикально, он отказывался носить одежду. Если его одевали насильно, он рвал свою одежду на тонкие полоски. Ему был нипочем холод и жара, и он не выказывал никакого стремления к общению с другими людьми. В принципе, возможно, если историки не путают порядок событий, что в тот момент, когда Дина Саничар жил в приюте, этот приют принял еще нескольких одичавших детей из джунглей. Но мы не знаем точно, были ли они такими же детьми волков, как Дина Саничар, или это были просто дети, которые были брошены без призора родных. Но, по крайней мере, рассказывают, что в какой-то момент там жил еще один мальчик, воспитанный волками. Он был младше Саничара, и между мальчиками завязалось что-то на вроде дружбы. По крайней мере, Саничар учил его пользоваться чашкой для питья. Дина Саничар провел в приюте почти 20 лет, и он так и не научился вести себя как нормальный человек, он не научился говорить. Он стал носить одежду и иногда есть готовую пищу, но он все равно продолжал демонстрировать умственное отставание, он ничему не мог толком научиться. Единственное, чему он научился, это курить, и он стал заядлым курильщиком. И он умер от туберкулеза в возрасте около 29 лет. Он так и не покинул приюта, он так и не начал жить нормальной человеческой жизнью. И, к сожалению, этот случай очень типичен для таких одичавших детей. Потому что время идет, и один век сменяется другим, а по всему миру продолжают находить одичавших детей, которые были воспитаны зверями. И несмотря на то, что эти дети родились в разных странах, их воспитали разные животные, их всех объединяет одно и то же. Несмотря на все попытки, никогда еще не удалось полностью перевоспитать их и сделать их людьми. И вы можете найти в интернете рассказы о детях, которых усыновили козы, волки, бродячие собаки, обезьяны, даже шимпанзе. И этот случай на самом деле гораздо более страшен и удивителен, чем вам может показаться, потому что дикие шимпанзе – это сильные и агрессивные животные, которые были неоднократно пойманы за тем, что они охотятся на детенышей соседнего племени, потому что шимпанзе всеядны и в принципе склонны к каннибализму. И тем не менее в Африке был мальчик, которого спасли, и он жил со стаей шимпанзе. То есть, в принципе, это случается. Все эти дети демонстрируют серьезное отставание в развитии. Они не могут говорить по-человечески. Более того, они не могут общаться с помощью знаков. И это было одной из особенностей, которые подчеркивали работники приюта, рассказывая о Дине Саничаре. Он не просто не мог говорить, он также не понимал простых знаков, которые мы с вами воспринимаем как что-то само собой разумеющееся. К примеру, если вы даже не знаете языка, вы оказались в чужой стране, вы можете поймать прохожего и с достаточной уверенностью, жестикулируя, добиться от него какой-то информации. Вы можете начать спрашивать, где здесь ближайший ресторан, и вас, скорее всего, поймут. Но животные не понимают человеческих знаков. Они не понимают, например, такого простого знака, как указание пальцем. Я помню, как мой кот не понимал, когда я ему указывала направление. Он смотрел не по направлению моего пальца, он смотрел на мою руку, потому что он не понимал этой сигнализации. Так же, как и мы не понимаем сигнализации кошек и собак. Вы можете найти в интернете иллюстрированные таблицы сигналов, которые подают вам ваши домашние животные. Точно так же дети, воспитанные животными, не понимают не только
звукового языка. Они не понимают в том числе невербальных сигналов человека. Все эти дети, отловленные и возвращенные в цивилизацию, вне зависимости от того, какими конкретно животными они воспитывались, демонстрируют одни и те же проблемы. Они демонстрируют сильное интеллектуальное отставание, они не могут научиться человеческой речи, и они с большим трудом могут научиться определенным социальным навыкам, которые мы считаем само собой разумеющимися для обычных детей, выросших в семье. И если эти дети оказывались в изоляции от человеческого общества в самом раннем возрасте, до 5-8 лет, то их возвращение в цивилизацию практически невозможно. Встает еще вопрос, является ли их состояние результатом или причиной их жизни с животными, потому что это всегда вопрос. Почему дети вообще оказались в такой ситуации? Почему они оказались выброшенными из человеческого общества? К примеру, самая известная из них была история девочек Камалы и Амалы, тоже спасенных в Индии из волчьей семьи в Бенгалии в 20-х годах. В приюте для сирот, куда их поместили, они тоже демонстрировали волчье поведение, и них не удалось вернуть цивилизацию и научить языку. Последующие анализы оставшихся свидетельств показали, что весьма вероятно девочки не были воспитаны животными, а имели врожденные психические проблемы и были брошены их семьями. И, к сожалению или к счастью, у нас нет сейчас эксперимента с контролем. Если бы когда-нибудь, к примеру, пара близнецов была во младенчестве разлучена, и одного из них воспитали люди, а другого звери, мы бы знали это точно. Но сейчас мы можем только уверенно предполагать, что первые 5 лет жизни человека – это окно, во время которого человеческий ребенок получает абсолютно круциальные, прошу прощения за это слово, знания и умения, которые делают его человеком, формируют его как полноценного человека. И если этот период пропустить, то ребенок уже не сможет наверстать это отставание. Он уже не сможет научиться языку, или он не сможет научиться другому языку, потому что дети, воспитанные животными, демонстрируют, что они имеют язык, просто это не человеческий язык. Они получают язык семьи своих животных и умеют уверенно коммуницировать с ними, но не с людьми. Человеческий язык для них будет уже вторым языком, но это принципиально другой язык. Это не все равно, что выучить иностранный язык. Наш язык отличается от сигнализации животных. И поэтому, если вы в первые годы своей жизни не начнете говорить по-человечески, вы уже никогда не выучите человеческий язык, любой человеческий язык. Нужно сказать, что даже если мы примем на веру возможность того, что человеческий ребенок будет усыновлен волчьей семьей, мы практически точно знаем, что ему не удастся дожить до зрелых лет. Потому что даже если ему удастся пережить детский возраст, как только он перестанет быть маленьким, как только он перестанет быть волчонком, и он должен будет войти в стаю на положении взрослого, сразу же скажется его неспособность конкурировать с волками в их нормальной жизни. Вопрос даже не в том, что у нас с волками отличается диета. В принципе, человек может выжить на одном сыром мясе. Это не лучшая диета, но это возможно. Но человек не сможет конкурировать со своими братьями-волками ни в охоте, ни в личной конкуренции, когда он будет устанавливать свое место в стае. И его ждет несомненная гибель. Одичавшему ребенку будет очень трудно продолжать свою жизнь как взрослому дикому животному, потому что люди очень сильно оторвались от природы. Современный человек уже не может просто так взять и по своей воле, и даже не по своей воле, вернуться в природу и жить дикой жизнью. Писатели-романтики конца XVIII – начала XIX века идеализировали возвращение к природе и мечтали о такой ситуации, когда человек может отринуть оковы цивилизации и вернуться из города
на природу и жить там нормальной, дикой жизнью, простой жизнью, которую, как они думали, Господь, в общем-то, нас создал жить на земле. Они считали, что цивилизация – это извращенная жизнь, и жизнь на природе будет естественна и прекрасна. И дикие люди идеализировались. На них смотрели, по крайней мере, цивилизованные, образованные люди смотрели на диких людей как на утопию, как на то, как должна развиваться человеческая цивилизация в согласии с природой, в естественной жизни. Они считали, что дикие люди сохраняют в себе гуманистические черты цивилизованных людей, и при этом они также обладают всеми теми дополнительными положительными качествами, которые мы потеряли, оторвавшись от природы. Вы знаете это по мультику о Маугли. Маугли – это фактически сверхчеловек. Он одновременно человек, и плюс он обладает всеми этими замечательными физическими качествами дикого животного. Но, к сожалению, практика показывает, что это не так. Что настоящие одичавшие дети не становятся лучше, чем люди. Они становятся хуже, чем животные. Они становятся неполноценными животными, а не сверхлюдьми. К сожалению, дихотомия человеческой цивилизации и природы существует. Вообще-то наша цивилизация – это предельный случай адаптации к природе. Мы построили вокруг себя весь этот материальный мир, чтобы защититься от разрушительных сил природы. И в этом своем стремлении защитить себя от природы мы дошли до того, что начали активно разрушать природу вокруг себя. Теперь вернуться в природу мы не можем и не хотим, потому что возвращение в природу и даже маленькие уступки в эту сторону означают отказ от комфорта и от безопасности, на который мало кто захочет пойти. И особенно мало кто захочет пойти на отказ от комфорта и безопасности для своих детей. Природа нам нравится только в ее положительных аспектах. Отрицательные аспекты природы мы или игнорируем, или отказываемся от них. Нам нравится наблюдать природу из окна машины, желательно с подогретыми сиденьями. Или в крайнем случае с переоборудованного микроавтобуса. Но никто не хочет уйти из цивилизации и включиться в настоящую борьбу за существование в диком мире. И вот вопрос, существует ли золотая середина? Можно ли воспитать ребенка, который одновременно не потерял связь с человеческой цивилизацией и при этом он не боится природы? В принципе, это тоже требует определенных жертв, определенного отказа от комфорта и от безопасности. Но некоторые семьи это делают. Хороший пример – это Юлиане Кёпке. Если вы не смотрели, я дам внизу ссылку о девочке, которая упала с неба. Юлиане Кёпке была дочерью натуралистов, и она выросла на биологической станции в джунглях, в отрыве от цивилизации. Ее родители были учеными. Она не была девочкой Маугли, она не была заброшена. Напротив, она воспитывалась любящими и знающими родителями. Но когда она подросла, государство потребовало, чтобы она была отдана в нормальную школу, хотя ее родители были готовы взять ее образование на себя. Но закон потребовал, чтобы ребенок учился в обычной школе, и поэтому Юлиане закончила нормальную школу в городе. А после окончания школы она, как известно, села в самолет. Ее самолет потерпел крушение над джунглями. После чего ей удалось выжить одиночный 11-дневный переход через джунгли. Благодаря тем навыкам и знаниям, которые она получила в детстве, когда она жила в джунглях как дикий ребенок. То есть пример Юлиане Кёпке показывает, что это возможно. Мы можем вырастить нормального, полноценного, цивилизованного человека, который при этом имеет достаточно опыта и знаний, чтобы не бояться природы и чтобы, оказавшись в дикой природе, не умереть тут же от обилия впечатлений и отсутствия Wi-Fi. И может быть, если нам удастся вырастить целое поколение таких людей, то им удастся, в свою очередь, повернуть нашу цивилизацию в такую сторону, когда мы будем развиваться, и при этом мы перестанем уничтожать вокруг себя все живое. Потому что они не будут видеть природу только как ресурс и источник приятных эмоций. Они будут видеть природу во всей ее многогранной полноте и не бояться ее. На этом у меня сегодня все.
Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео, и подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго. До свидания.